После очередной катки в Rocket League я захотел что-то памятное для себя из игры, например, фигурку или коллекционное издание, как это бывает у многих популярных игр. Но с удивлением для себя, поискав в интернете, я обнаружил, что такое просто нету. Так как я имею 3D принтер, я решил сделать собственное коллекционное издание по Rocket League. Для начала подгоняем модельку под размеры моего принтера и обязательно делаем поддержки. Так как автоматическая расстановка не всегда точная, приходится ручками корректировать их расположение, дабы все детали нашей 3D модели хорошо напечатались. Делать фигурку я буду на фотополимерном принтере Iliga Mars 2 Pro черной смолой от Anycubic. Весь процесс занял у меня порядка 5 часов. И, к сожалению, печать смолой на фотополимернике не так увлекательна, как печать пластиком на FDM принтере, и фигурка большую часть времени погружена в ванночки. Печать завершена. Если вы думаете, что на этом все, то вы ошибаетесь. Дальше необходимо промыть фигурку от лишней смолы, в моем случае изопропиловым спиртом, а также дозасветить в ультрафиолете, чтобы фигурка стала крепче и не была такой липкой. Я использую бомж-вариант, обычную маникюрную лампу с Авито. Итак, модель полностью готова, и теперь наступает, наверное, самый сложный этап. Это покраска октана. Нужно определиться с цветом, и об этом я думал очень долго. В интернете куча красивых вариантов раскрасок, но мне нужен какой-то яркий и приметный, при этом довольно простой. Цвет вы узнаете уже чуть позже. Ну а перед покраской обязательно нужно загрунтовать фигурку, для того чтобы краска хорошо легла на поверхность. Будем грунтовать серой аэрозольной грунтовкой прямо на балконе. Да, на улице уже минус 10, но я все равно грунтую на балконе из-за этой пыли, а потом заношу в дом, где наша фигурка еще будет сушиться около 3 часов. Цвет лайма или же светло-зеленый мне показался довольно интересным, поэтому он будет нашим основным цветом. Наносил я его аэрографом впервые в своей жизни, и получилось довольно неплохо. Положил его в несколько слоев и также взял флуоресцентную зеленую краску для подчеркивания деталей нашей фигурки, а другие детали покрасил цветами прямо как в игре. На покраску у меня ушло несколько дней, дело это непростое, да и я не особо профессионал. И, к сожалению, в некоторых местах где-то я заляпал корпус, где-то вышло не совсем идеально. Также за кадром я добавил новые детали, чтобы октан выглядел не так скучно. И давайте же посмотрим, что вышло в итоге. Ну и какая же коллекционка обойдется без дополнительных ништяков? Распечатал несколько вариантов брелков, а также монетку с мечом. По моему мнению, вот этот самый интересный брелок, его мы и сделаем. К сожалению, запись на покраске монетки сломалась, но получилась она очень эффектно. Еще заказал в местном копицентре наклейки, вышло в 200 рублей, ну и конечно качество соответствует цене. В принципе сойдет. Также в другом месте заказал вот такой магнитик, ну как магнитик, магнитище с интересным принтом в стиле НАСА. Обошелся он мне в 140 рублей. Все это добро, конечно же, должно быть упаковано в красивую коробку. Я решил сделать его не из картонной коробки, а вот из такого вакуумного контейнера из пластика. Обошелся он мне в 100 рублей, и конечно его нужно преобразить.
Также не забыл я и о наполнении. Нашел на балконе вот такой пенопласт и вырезал нужные нам формы, чтобы в случае транспортировки ничего не сломалось. Думаю, теперь кастомное коллекционное издание по Rocket League готово. Но это не все. Давайте устроим розыгрыш и в отдельном видео решим, как его сделать. Например, по достижению 500 подписчиков. Что думаете? Либо предлагайте свои варианты в комментарии, как лучше это организовать. А если тебе понравилось видео и ты бы хотел эту коллекционку себе, обязательно подписывайся на канал. Также пишите в комментариях, какую еще коллекционку вы бы хотели увидеть на канале и что вообще думаете об этой работе. Увидимся уже скоро. Пока!